Здорово, апрель на линии, и в этом видео я начну проходить одну из лучших игр моего детства и немного расскажу в процессе об истории, лоре игры, насколько смогу. Так что поехали. Чё, он с ящерицей пошел сражаться? Куда-то не туда пошел. Удираю. О, вообще ни хрена не видно. Да мне вообще не интересно, чего там в сундуке. Может, и по морде дать ради разнообразия. Подписка, колокольчик. Это изометрическая РПГ, которую я очень давненько играл, помню. Она вообще не похожа на обычные игры. В том плане, что такие игры в то время в основном не выходили. Она сделана как бы под old school такой. У меня очень много с ней воспоминаний связано. Таких из детства, что ли, я не знаю. Я играл в нее, когда был таким мелким. Хотя в то время народ не играл в такие игры, но мне что-то очень зашло, и вот почему бы, думаю, не перепройти, так что поехали. В этой игре очень атмосферная музыка, звуки, ну вообще звуковое сопровождение, поэтому я, наверное, не буду особо здесь делать склейки. Короче, здесь есть вот это вот происхождение персонажа. Его можно выбирать, ну, с расчетом на то, вообще, какого персонажа ты хочешь создать. То есть, типа, вот это вот происхождение персонажа, типа, откуда ты родом, вот это вероисповедание. Тут можно, короче, создать вот агностика, атеиста, там, друида. Сейчас здесь вот есть класс, типа, вот, воин, прист, да, там, волшебник, разбойник, лучник. Правильно, если собраться, то тогда будет эффект. Ну, то есть такой интересный такой подход. Страшные рожи, ужасные. По-моему, тут еще пол можно было менять. Ну, видимо, не в первой части, а во второй или дальше. Так, еще можно было свой портрет загрузить, я помню. Тоже довольно прикольно. Вот сейчас я этим займусь. Ну-ка, секунду. Так, все, я разобрался с портретом. Очень подходящая картинка, не правда ли? За кого я хочу играть? Я помню, что Рога вообще не очень сильный. Ну, или, по крайней мере, мне не понравился особо. Волшебник неплохой, хиллер неплохой, рейнджер, по-моему, слабенький. Сложно. Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Я даже не знаю. Создание персонажа — это всегда такая фигня. Кстати, вот еще фишка эшелона. Статы, короче, даются рандомные, и их можно перероливать перед созданием персонажа, пока тебе, не выпадут, короче, очки, которые тебя устроят. Я помню, сидел тут очень долго в детстве. Таком прям занимался этой ерундистикой долго-долго. Ну ладно. Ладно, я думаю, можно взять хиллера. Хиллер — это такой тип, конечно. Так, вероисповедание какое мы возьмем? Да, агностицизм, ладно. Классика. Хотя вот что-то тут написано... ладно, ерунда. Агностицизм, короче, будет. И происхождение... А что вообще важно? Присту. Сейчас я посмотрю. Ему нужна мудрость. У меня 8. Ладно. Переролим. 14. 14 неплохо. Значит, прист, агностик. Вот два мудрости, 1 интеллекта дает. Отлично. Сейчас посмотрю. Да, вот этот чувак. Кесьян, или как он там. Мудрость. Мудрость отвечает у нас за что? За мана-реген. И сопротивление чему? Болезням? Вроде. Интеллект отвечает за сопротивление магии и максимальную ману, которую дается за каждый уровень. Ага, понятно. Вроде я играл так, что всегда максил какую-то стату практически полностью, и все. Типа и нормально было. Вроде бы. В процессе выясним, если что не так будет. Хорошо. Пусть у нас будет что-нибудь вот типа такого. Ну и пойдет. Теперь скиллы выбрать. Это очень такое тоже занятие. Вот, я помню, что медитацию надо брать обязательно, чтобы мана регенилась еще сильнее. Типа заклинание этого приста. Не помню, насколько его надо со старта качать. Что-то совершенно не помню. Сколько там необходимо. Сейчас посмотрим, что-то еще можно взять. Можно, кстати, да, можно же тут любому персонажу любое мастерство взять. Типа можно и присту взять от волшебника скиллы, да? Но это, по-моему, такое себе. Вот картография, я помню, надо брать, потому что иначе, без нее вообще хана.
Типа мини-карты вообще не будет, если картографию не взять, поэтому рип. И на единичке она, по-моему, очень такая себе прям. Не очень. Ну ладно, что-нибудь вот такое вкину. Ну и, наверное, все пойдет. Вот статки в картографии вкину, нормально. А, еще один скиллпоинт остался. Ну хорошо, что взять тогда? Ой, блин. Что-то было полезное, типа торговли. Вот эта торговля. А я не могу ее взять даже, да? Ну и ладно, просто на потом очки оставлю. Да. Что у нас тут? Ага, страшная рожа. Что нам тут вещают? Вы открываете глаза, голова болит, и вы немедленно понимаете, что вообще у вас типа нет идеи, где вы находитесь. Единственная вещь, которую вы помните, что последней ночью был ужасный шторм. Чернота ночи разрезается вспышками света. Потом вы вспоминаете какое-то движение во тьме, что-то там теневое присутствие, наверное, что-то такое. Медленно начинаете понимать, что памяти о чем-либо перед штормом у вас типа нет. По факту у вас даже нет идеи, кто вы такой. Очень много усилий нужно перед тем, как вы даже вспоминаете персональную информацию о себе, такое как ваше имя. В данный момент... Так, ну это уже сложно. Короче, вы просыпаетесь в такой ситуации, что у вас странный разрушенный дом, короче, и вы в нем. Неизвестно локации, местонахождений. Ух, давненько это было. Давненько. Настройки. Да, уровень графики. Это, конечно, приколюха прям такая. Помню это все. Ну ладно. Открываем сундук. Тут у нас ждет кинжал и письмо. Помню. И инвентарь. Я вот не уверен, что кинжал мне нужен, да. Я ж маг, так что никаких кинжалов, видимо. Пишет, что не могу пользоваться кинжалами. Так, что в записке? Вы не знаете, кто я, но я знаю, кто вы. Я уверен, что вы сейчас сконфужены. Но вы должны быстро собраться. Я спрятал несколько припасов для вас. Они рядом с колодцем, по-моему. Надеюсь, вы вспомните наше секретное место. Вам нужно найти человека по имени Мэтт Дог в деревне Ариделла, которая недалеко на севере отсюда. Он знает, кто вы такой, и проинструктирован, чтобы дать вам небольшую посылку по вашему прибытию. Будьте очень осторожны. Это место типа небезопасно. Если вы хотите выжить, то вам нужно оставаться... Короче, не сходить с главной дороги. Какой-то Е подписался. Имя Мадок ничего вам не говорит. Так же, как и инициалы Е. Не остается ничего, кроме как найти этого человека и выяснить, ситуацию. Уходите за пределы дома и глубоко вдыхаете воздух. Сложные английские словечки. Но я вроде бы как типа чистый воздух после ночного дождя. Вы не узнаете местность вокруг вас. Выглядит странно подозрительно. Смутные воспоминания вас охватывают, что вам типа как знакома местность, но ты ничего не помнишь, короче. 2 торча нашел. Колодец. Чё тут пишут? Короче говоря, вот эта нычка, я ее помню. Очень давно было дело. В пне заныкано все. Не с первого раза ее нашел, да. Кожаные тапки. Нальте на кожаные тапки даже, потому что это легкая броня. Блин, надо было, наверное, легкую броню взять. Ладно, неважно. Свиток. Свиток какого-то там скилла пристяцкого. По-моему, это что-то типа атаки. Насколько я помню, нам нужно идти на север. Ну да, логично. Так, ящерица. Так, окей. Вот, на ПКМ атака, да, точно. Такая пристяцкая атака такая неплохая. По-моему, можно даже ее там следующим уровнем, что ли, выставить. Что такое? На какие-то, же там горячие клавиши ее выставлять. Это можно, собственно. Что-то я не помню, ну ладно. У меня маны. Так я могу... Ага, вот, 3 уровень могу выставить. Да? Да, вроде. Ну ладно. Город пережил бедствие. Некоторые здания сгорели, другие, получается, оставлены. Типа никто тут не живет. Короче говоря, поставлю-ка я, наверное, русскую версию. Перевод, конечно, такой себе, но мои знания английского вообще оставляют желать лучшего. Так, что это было сейчас, я не понял. Needle brush.
Я... А, это куст колючий, что ли? Или куда я наступил? Ну, короче, ладно. Ух, ящерицы-то разуплотняются, а? Мне прям нравится. Со старта прям. Так, сейчас я перезапущусь. На русскую версию. Русификатор накачу. Я тут это... Пришлось пересоздать персонажа, потому что версия отличается, русифицированная. Вот. И, кстати, да, повезло, потому что я навыки немножко по-другому получил. Вспомнил, что вот восприятие, короче, оно очень важно для магов, влияет на регенерацию маны сильно. Вот. И, короче, если типа приста качать, то мудрость и восприятие надо докачать, и будет прям ништяк. Поэтому да, я вкачал теперь воспру и мудрость. Русификатор-то, кстати, по-моему, даже неплохой местами. Ну, плохо я помню, как там оно, чё. Ну, я смотрю, что его переделали с тех пор, как я играл, еще в те лохматые времена. Стало получше. Так, ящерки. Оба. Оба. Может, и по морде дать ради разнообразия? Ну-ка. Пэу. Ладно, такое себе я понял. Магу лучше не стоит махаться в ближнем бою. Так, что у нас тут есть-то? Что у нас тут есть-то? Да, тут, кстати, абузерский отдых такой. Прям, короче, всю игру нужно вот так вот отдыхать, отдыхать, отдыхать. Ну, могут во время отдыха кто-то на тебя напасть. Ну, это ерунда. В основном редко такое бывает. Так, я так понимаю, это мне не надо. Не обучен этой броне. И чё? Я вот не помню, хуже становится мне от этого или нет. Атака снижается. А, класс брони снижается, когда на мне тапки. Прикольно. Я понял. Ладно, тогда не нужно. Тогда это вообще бессмысленно. Угу. Ну, вот от этого, может быть, еще толк будет. Ну, ладно, все это бесполезно. Опять я на эту фигню колючую наступил. Так, ладно. Что у нас тут наверху? Я вот не помню, если тут подсветка какая-то предметов, по-моему, нету. Только вот так вот максимум. Закрыто. Ой, блин, я помню вот эти вот моменты. Заклинаниями двери не выбить. Поэтому надо рукой, там, что-то такое, короче. А если голой рукой бить, то тебя дамажит, там. Такая фигня. Я помню, да, поэтому этот Рога тут тащил. Ну, я не уверен, что я смогу это сделать. А если смогу, то это будет очень долго. Да, видимо, нет. Видимо, это бессмысленно. В данной ситуации будет. Ну и хрен с ним, ладно. Да мне вообще не интересно, что в этом сундуке. Так, а тут что у нас есть? Вот бочка какая-то. Бочку, кстати, можно разломать, да. Что она дамаг получает, значит можно. О, да, это долго будет. Что такое? Я сломал кинжал? Ладно, я понял. Но лучше не надо этого делать. Оно в основном оно не стоит того. В основном там этих ничего такого толкового нет. Ну, редко что-то бывает. Кстати, картографию на 3 вкачал, уже миникарта такая более-менее неплохая. Я думал, будет совсем плохо. Блин, а ночью вообще ничего не видно. Что делать-то? Темень такая. А, светает уже. Ну ладно, тут вроде можно было адаптировать, типа, как-то. А, или, видимо, в первой части нет такого. Ладно, ладно. Так, надо добраться до этого чувака на севере. Где-то в этом направлении, вроде бы. Север это там где-то, сколько я понимаю. Так, указатель. Что нам говорят? Северо-запад Гримхолд. А нас интересует Аридел. Север-юг, запад-восток, северо-восток. Подожди. Север? Вроде туда нам надо, что ли? Ну ладно. Ну, ящерицы опять эти. А чё, я не могу? Почему? Вне зоне видимости. Да я вроде вижу. Ну вот, нормально. Что-то я перебрал, по-моему, с заклинаниями. Они прям отъезжают с одной плюхи.
Дальше чешем. О, слизни. Так. Вроде вот сюда. Судя по указателю, что нам говорил указатель. Район Северный округ. И где наша деревня? Может, я ошибся? Тут типа мир открытый, кстати. Мне это нравится вообще. Что, Чем мне нравится, когда мир открытый в играх. Но вот можно, правда, заплутать, будь здоров. И все, как бы да. Так, во, живые люди, все, отлично. Чувак какой-то. Вы видите высокого худого человека, сразу замечаете, что у него нет правого глаза. Рип. И на его месте просто дыра. Другой глаз запавший и темный. Его кожа бледная и болезненная, как будто он не видел солнечного света целый год. Приветствую вас, меня зовут Леврик. Я являюсь директором кладбища Вечный покой. Я предполагаю, что вы пришли заказать панихиду для любимого человека, или, возможно, вы хотите организовать ее для себя. Отлично. Леврик улыбается вам вежливо, чтобы вы не восприняли это всерьез. Возможно, расскажите мне о кладбище. Так. Кладбище Вечный покой находится к западу отсюда. Это лучшее место для упокоения. Да. Очень интересно про ассортимент гробов. Спасибо за разговор. Ладно, я понял. Это не относится особо к делу. Плакат у него такой, как будто он из Новорынта сбежал. Пошаримся, может быть, у него дома, раз уж мы зашли в подвале. О, вообще ни хрена не видно. Так, хорошо, что есть факела. Так, минус ящерка. Минус еще ящерка сейчас будет. Я, кстати, вообще этого подвала не помню. Я, видимо, игра такая здоровенная, что я в нее столько наиграл в детстве и до сих пор все не облазил, все места. Слышу ящериц. Блин, у меня мана так не хватит на всех. Блин, да сколько у вас? Чувак, у тебя в подвале вообще жестко. Так, надо отдохнуть и добить их. Кажется, нормальная тема. Где? Еще ящерица. Удираю. Кошак умывает лапы отсюда. Давай, где? Во, отлично. По-моему, я куда-то не туда пошел. Ну и ладно. Да, я, наверное, дня дождусь, потому что... Хотя какая разница, может, в подвал все равно пойдем. Да. Атмосферка. Че у нас тут? Закрыто. Ну ладно. Че, он с ящерицей пошел сражаться? Минус ящерица. Жесткий чувак. Так, что у нас тут есть? Так, давайте, подходите. Тут на пробел можно ходы пропускать. Так, что, ящерицы кончились? Нет. Слышу. Где-то шевелятся тут. Ага. Так. Вот вроде и все, кстати говоря. О, можно отдохнуть даже. Отлично. Что у нас здесь есть? О, грабежник. Пустой. Ну ладно. А тут что? Стрелы, грабежники. Окей. Тут что у нас? Череп. Не помню, кстати, черепов вообще в этой игре. Я играл давненько, так что... Все, что ли? Просто подвал с кучей ящериц. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Ладно. Пойдем отсюда тогда. Сохранить. 1, 2, 3. Классическое название. Такой был небольшой тест-драйв. Если такой стиль тебе понравился, ставь лайк. Не забудь подписаться на канал, потому что я сниму продолжение на этот видос. Так что, да, увидимся в продолжении в следующем видео. Пока. Подписка, колокольчик, лайк.